Каждые 30 минут на севере Африки происходит небольшой подземный толчок. Этот факт стал тревожным сигналом для геологов со всего мира. Непрерывная сейсмическая активность указывает на то, что континент находится на грани раскола. Научные исследования показали, что в районе восточноафриканского рифтового системы образуются трещины, которые могут привести к разрушительным последствиям. Геологи обнаружили более 1000 километров трещин, которые постепенно расширяются. Восточноафриканский рифт, протянувшийся от Эфиопии до Танзании, уже давно привлекает внимание ученых. Ученые выяснили, что в этом регионе происходит процесс активного расширения земной коры. Местные жители ощущают легкие подземные толчки, но для исследователей это лишь начало. Все более широкие разломы в 8 раз увеличивают свои размеры. По прогнозам, если эти трещины продолжат расширяться, Африка расколется на 2 части. В последние месяцы сейсмологи зафиксировали множество серьезных землетрясений, и это только подстегнуло исследования. Специалисты начали применять новые технологии для отслеживания изменений в земной коре. Они установили высокоточные датчики, которые способны фиксировать даже самые минимальные колебания. Данные, полученные с помощью этих устройств, помогают понять, как именно происходят изменения и какова скорость раскола. В этом процессе участвуют различные международные исследовательские группы. В апреле 2 команды из Соединенных Штатов и Великобритании решили совместно отправиться в Эфиопию и изучить наиболее активные участки разлома. Они планируют провести полевые исследования и собрать образцы почвы для анализа. Научные данные будут сопоставлены с моделями, чтобы предсказать дальнейшее поведение земной коры. Исследования показали, что изменения в климате также влияют на раскол Африки. Увеличение осадков и повышение температуры в некоторых регионах провоцируют дополнительную нагрузку на поверхность Земли. Это приводит к образованию новых трещин и увеличивает риск сейсмической активности. Геологи подчеркивают, что изменение климата не только отражается на экосистемах, но и создает серьезные геологические проблемы. Ситуация становится все более тревожной. Жители близлежащих районов начали испытывать страх перед возможными землетрясениями. Уровень опасности растет, и геологи предупреждают, что в ближайшие десятилетия раскол может привести к созданию нового океанического бассейна. Ученые продолжают изучать раскол, стремясь понять, как изменения в геологии и климате Африки могут повлиять на будущее всего континента. Команда ученых начала раскладывать оборудование на берегу озера Тана в Эфиопии, где находилась одна из самых активных сейсмических зон. Участники экспедиции разделились на группы, каждая из которых занималась своим направлением исследования. Один из специалистов, доктор Стивен Кларк, сосредоточился на анализе образцов почвы. Его цель заключалась в том, чтобы выяснить, какие минералы и элементы находятся в разломах и как они могут влиять на устойчивость местности. Вдруг один из местных жителей подошел к команде и начал рассказывать о своих наблюдениях. Он отметил, что в последние месяцы в районе начались необычные явления. Земля стала трястись, а в некоторых местах даже возникли небольшие гейзеры. Это сообщение вызвало интерес у ученых, и они решили исследовать указанные места. Стивен, вооружившись портативным анализатором, отправился с местными жителями к одному из таких гейзеров. По пути он заметил, что почва вокруг гейзера была влажной и рыхлой. Это могло указывать на подземные воды, которые просачивались на поверхность. Приближаясь к гейзеру, команда устала от зноя, но азарт исследования держал их в тонусе. Внезапно гейзер извергнул струю горячей воды, и ученые с интересом замерли, наблюдая за этим природным явлением. Стивен собрал образцы воды и почвы для последующего анализа. После этого команда вернулась на базу, где начались исследования собранных образцов. Анализ показал высокое содержание серы и других минералов, которые могли указывать на наличие магмы глубоко под поверхностью. Это открытие подтвердило гипотезу о том, что под земной корой происходит активный процесс плавления породы, что может привести к образованию новых трещин. В то время как исследователи погружались в работу, геологи из другой группы анализировали данные с установленных датчиков. Внезапно один из них обнаружил, что сейсмическая активность за последние недели значительно увеличилась, и это выглядело как предвестие более сильного землетрясения. Срочно собравшись, они обсудили возможность эвакуации жителей из близлежащих сел. Научные данные подтвердили, что раскол Африки может быть связан с движением тектонических плит. Это явление вызывает такие мощные силы, что может привести не только к образованию трещин, но и к изменению рельефа местности.
Ученые задумались о том, как это повлияет на экосистемы и население, живущее в этом регионе. Исследователи решили организовать встречи с местными жителями, чтобы объяснить ситуацию и донести важность их безопасности. В ходе встречи они рассказали о рисках, связанных с активностью разломов, и предложили улучшить систему оповещения о сейсмических событиях. Местные жители начали осознавать, что их жизнь может измениться в любой момент, и это добавило напряженности к уже сложной ситуации. Ученые продолжали свою работу, погружаясь в геологические тайны континента, стремясь предотвратить возможные катастрофы. Доктор Стивен Кларк подключил новый сейсмометр к компьютеру, который способен фиксировать изменения земной коры в реальном времени. Устойчивый свист устройства стал фоном для напряженной работы команды. В этот момент, когда они ожидали очередной порции данных, сейсмометр издал резкий звук, сигнализируя о значительном увеличении сейсмической активности. Все взгляды обратились к экрану, который заполнился красными графиками, показывающими резкие колебания. Стивен немедленно связался с коллегами из других групп и объявил о повышении уровня активности. В ответ на это известие участники экспедиции начали беспокойно обсуждать, как это может повлиять на их безопасность и работу. Работы, которые они планировали провести в близлежащих разломах, теперь казались рискованными. Но исследователи понимали, что данные, полученные в эти минуты, могут стать решающими для понимания процессов, происходящих под землей. Параллельно с этим команда геофизиков продолжила использовать беспилотные летательные аппараты для детальной съемки поверхности. Один из операторов, Макс, заметил на экране дрона странные изменения рельефа на восточной стороне рифта. Неожиданно он увидел, как в одном из мест образовалась новая трещина, и это вызвало у него тревогу. Он немедленно сообщил об этом команде, и Стивен вместе с несколькими коллегами отправился на место. Когда они прибыли, увидели, как трещина постепенно расширяется, и земная оболочка начинает оседать. Этот процесс уже привел к образованию нескольких ям на поверхности, и команда поняла, что время против них. Они начали собирать данные, но вскоре стало очевидно, что это место стало опасным. Каждый новый подземный толчок заставлял трещину расти, и ученые начали осознавать, что сильное землетрясение может произойти в любой момент. Пока команда пыталась анализировать ситуацию, к ним подошли местные жители. Они требовали объяснить, что происходит и как это повлияет на их жизни. Под давлением эмоций и страха Стивен попытался объяснить, что раскол может привести к значительным изменениям, но их слова не утешили людей. Волнение нарастало, и вскоре некоторые из них начали паниковать. Вдруг, в тот момент, когда нарастала истерия, сейсмометр вновь зафиксировал резкое изменение — сильный толчок. Весь мир вокруг них затрепетал. Земля под ногами дрогнула, и в воздухе возник резкий запах серы. Команда поняла, что они находятся в непосредственной близости от зоны потенциального разрушения. Стремительно возникла необходимость эвакуации, и Стивен отдал команду собираться. Жители деревни, поняв, что ситуация стала критической, начали паниковать и расходиться. Ученые попытались организовать порядок, но нарастающая сейсмическая активность не оставляла времени для медлительности. Команда отправилась к своему транспортному средству, но вскоре стало ясно, что добраться до безопасного места будет непросто. Трещины на земле расширялись, и каждая новая волна сотрясала землю, создавая дополнительные препятствия. Стивен и его команда оказались в ловушке между природными катастрофами и паникой местных жителей. Они понимали, что время уходит, и нужно было действовать быстро, чтобы спасти как можно больше жизней. Кровь стучала в ушах, когда Стивен и его команда бросились к машине. Земля продолжала дрожать, а отдаленные звуки трещин и треска напоминали о непрекращающемся хаосе. Местные жители, охваченные паникой, разбегались в разные стороны, что усложняло процесс эвакуации. Стивен, осознавая, что времени осталось в обрез, начал собирать команду. Он звал каждого по имени, стараясь организовать людей, но страх на лицах местных жителей делал это трудной задачей. Тем временем сейсмометр, подключенный к компьютеру, вновь зафиксировал резкое увеличение колебаний, и экран начал мигать красным. Стивен взглянул на данные с устройства. Это не просто подземные толчки, они становились все сильнее и частыми. Понимание того, что происходит, стало критически важным. Он быстро наметил план действий и решил провести краткий инструктаж для команды. Нужно было выяснить, что именно вызывает эту нарастающую активность.
В процессе обсуждения один из геофизиков, доктор Тара Уоллес, заметила, что изменения температуры под землей также могут оказывать влияние на сейсмическую активность. Она вспомнила о своих исследованиях, показывающих, что прогревание мантии под земной корой может привести к расширению и образованию новых трещин. Стивен быстро оценил эту мысль и предложил сосредоточиться на изучении возможных связей между повышением температуры и активностью разлома. К ним присоединился Макс, который вернулся с дополнительными данными с беспилотника. Он увидел, как изменился ландшафт в нескольких километрах к югу. Появилась новая трещина, и данные показывали, что она движется в сторону деревни. Стивен понял, что им нужно отправиться туда, чтобы оценить ситуацию и попытаться остановить дальнейшее распространение разлома. Они запрыгнули в машину и, игнорируя растущий страх, направились в сторону нового разлома. Когда они прибыли на место, перед ними открылась бездна. Вокруг трещины виднелись осколки земли и обломки, которые, казалось, были выброшены наружу с огромной силой. Стивен и команда начали фиксировать изменения и собирать данные. Внезапно на горизонте послышался далекий гул. Это было настолько громко, что они почувствовали дрожь в воздухе. Взглянув вверх, они увидели, как небо закрылось темными облаками, а ветер усилился. Стивен понял, что это не просто погодные изменения. Научные данные указывали на то, что стихийные бедствия могут быть связаны с подземной активностью. Пришедший циклон мог дополнительно нагнетать ситуацию. Внезапно сейсмометр вновь сработал, и экран заполнился еще более опасными показателями. Ученые поняли, что это может быть предвестником серьезного землетрясения. Стивен собрал команду. Они должны были подготовить местных жителей к возможной эвакуации и объяснить, что происходит. Он понимал, что информация о возможных разрушениях должна распространиться быстро, но страх и неуверенность сковали жителей. Нужно было действовать, но как? Команда была на грани истощения, и теперь каждое решение могло стать решающим. Ситуация становилась все более напряженной, и ни один из них не знал, что произойдет дальше. Тревожный звук сейсмометра вновь раздался, пронзая напряженную атмосферу в машине. Стивен и его команда понимали, что время на исходе. Они быстро обсудили, что делать дальше. Наблюдая за раскинувшимися трещинами, команде стало ясно. Каждая минута может стать решающей. Эвакуация местных жителей должна была быть организована немедленно, но страх жителей перед происходящим не позволял им покинуть свои дома. Некоторые из них начали возвращаться к своим домам, пытаясь собрать вещи. На лицах людей рисовалось замешательство и растерянность. Стивен вышел из машины и поднял руки, пытаясь успокоить толпу. Он начал объяснять, что трещины становятся все более опасными и что необходимо покинуть деревню, но его слова терялись среди криков и паники. Местные жители не желали покидать то, что считали своим домом. В это время сейсмометр зафиксировал новый мощный толчок, и земля под ногами вновь затрепетала. Стивен почувствовал, как пыль и обломки начали сыпаться с ближайших зданий. Это стало сигналом к действию. Он собрал оставшихся членов команды и призвал их действовать. Они начали подходить к каждому жителю, уговаривая их покинуть деревню. Доктор Уоллес пыталась убедить задействовать местных лидеров, чтобы они помогли организовать массовую эвакуацию. К ним подошел старейшина деревни, который, казалось, уже понимал всю серьезность ситуации. Он согласился помочь, но только при условии, что Стивен и его команда останутся с ними. Старейшина не хотел покидать свою землю без надежды на спасение. Стивен, понимая, что ему необходимо установить доверие, согласился. Они продолжили совместную работу, и старейшина начал собирать людей, объясняя, что наступает опасность. Пока толпа начинала двигаться к безопасному месту, сейсмометр снова издал тревожный сигнал. В этот момент произошло еще одно землетрясение, и всем стало ясно, что время на исходе. Стивен заметил, как одна из трещин, ранее находившаяся на расстоянии, вдруг расширилась, и земля начала оседать, образуя новые разломы. Он знал, что к этому моменту необходимо было покинуть опасную зону немедленно. Жители, наконец, начали двигаться к выходу, но в этот момент произошло самое худшее. Новая трещина разорвалась прямо в центре деревни, раздвигая землю с огромной силой. Деревянные постройки начали трескаться и обрушиваться, и Стивен с ужасом осознал, что теперь у них не осталось выбора. Они должны были действовать быстро, чтобы спасти как можно больше людей. Находясь в центре хаоса, команда начала помогать тем, кто не мог двигаться. Стивен подхватил женщину с ребенком и направился к выходу, но не мог не замечать, как земля продолжает дрожать.
Внезапно один из геологов крикнул, что трещина начинает двигаться в их сторону. Тревога охватила группу, и они бросились к ближайшему укрытию в надежде, что это поможет избежать опасности. В этой ситуации каждая секунда была на вес золота. Стивен и его команда понимали, что их работа только начинается, и они должны продолжать помогать местным жителям, даже когда под ногами дрожит земля. Напряжение в воздухе возросло, и каждый понимал, что они могут стать свидетелями настоящей катастрофы. Ситуация в деревне достигла критической точки. Толпа людей, сбиваясь с ног, выбегала в панике, когда земля продолжала дрожать. Стивен и его команда понимали, что необходимо быстро организовать экспедицию к разломам, чтобы получить данные о происходящих изменениях. Каждая секунда была на вес золота, так как сейсмическая активность находилась на пределе. Укрывшись от падающих обломков, команда собралась, чтобы обсудить план действий. Доктор Уоллес предложила взять с собой дополнительные устройства для измерения изменений в подземных структурах. Стивен согласился, но времени оставалось в обрез. Они быстро собрали необходимое оборудование, включая сейсмометры и датчики давления, и направились к разломам, оставив за спиной разрушенную деревню. К ним присоединились несколько местных жителей, желавших выяснить, что происходит с их землей. Когда они добрались до трещины, команде открылась жуткая картина. Земля разошлась, образовав глубокую пропасть. Стивен и его коллеги начали устанавливать сенсоры и сейсмометры по периметру разлома. Каждый новый толчок заставлял земную кору дрожать, и работа проходила под постоянной угрозой. Стивен внимательно следил за показателями, стремясь зафиксировать изменения в реальном времени. Внезапно один из сейсмометров сработал, зафиксировав мощный толчок. Стивен и его команда замерли, когда раздался треск, и трещина, казалось, стала еще шире. Они наблюдали, как под ногами разрастается новая трещина, создавая дополнительную опасность. Опытные геологи начали проявлять признаки тревоги, и напряжение в воздухе стало ощутимым. В этот момент Макс, следивший за данными с беспилотника, крикнул о появлении еще одной трещины, движущейся в их сторону. Стивен осознал, что оставаться на месте было крайне рискованно. Необходимо было эвакуироваться, но как добраться до безопасного места в таких условиях? Команда собралась и быстро обсудила варианты. Доктор Уоллес предложила использовать дрон для оценки ситуации и поиска безопасного маршрута. Стивен согласился, это был единственный способ получить более полную картину. Макс запустил дрон, и они начали наблюдать за его полетом. На экране появились карты местности, и команда увидела, как несколько крупных трещин движутся к ним. Стивен понял, что у них не осталось шансов. По мере того, как дрон приближался к разломам, сейсмометр сработал снова, сигнализируя о критическом уровне активности. Команда поняла, что их время истекает. Стивен закричал, чтобы все быстро собирались. Они начали убирать оборудование, когда в воздухе раздался оглушительный треск, и земля под ними снова дрогнула. Все замерли в ожидании, когда раздался громкий звук, и одна из трещин разорвалась, выбрасывая вверх облако пыли и обломков. Ситуация стала критической. Стивен, осознавая необходимость немедленных действий, собрал команду и начал вести их к более высокой местности. Вокруг раздавались крики и паника, люди спотыкались и падали. Страх охватывал всю группу. Стивен знал, что от их действий зависит не только их жизнь, но и жизнь местных жителей, которые остались в опасности. Каждая секунда имела значение, и в этот момент они должны были сплотиться, чтобы выжить. Стивен и его команда продолжали спешить к более высокой местности, когда вновь раздался оглушительный треск. Земля под их ногами сотрясалась, и огромные куски земли осыпались в открывшуюся трещину. Каждый новый толчок напоминал им о том, что времени уходит все меньше. Они понимали, что важно оценить ситуацию в полном объеме, чтобы выяснить, как климатические изменения могут влиять на сейсмическую активность. На высоте, где они наконец остановились, команда собралась вокруг Макса, который все еще контролировал данные с беспилотника. Он быстро проанализировал информацию и обратился к Стивену. «Посмотрите на этот участок». Изменения в почве и растительности стали очевидными. На экране дрона отображались четкие контуры разломов, и на некоторых участках можно было увидеть, как земля покраснела. Это вызвало тревогу у всей команды. Доктор Уоллес, внимательно изучая данные, заметила: здесь мы видим следы повышенной влажности. Это может указывать на подземные воды, которые поднимаются к поверхности. Возможно, именно они создают дополнительное давление на земную кору.
Стивен, осознав важность этого открытия, начал соотносить данные о повышении температуры и изменении уровня осадков в этом регионе с активностью разломов. Внезапно сейсмометр снова сработал, и его показатели зашкалили. Команда замерла в ожидании. В это время Макс крикнул о том, что беспилотник зафиксировал еще одну трещину, которая появилась прямо на их пути. Стивен взял глубокий вдох, понимая, что они сделали научно обоснованное открытие, но это также обострило ситуацию. Если подземные воды поднимаются, это может привести к еще большему расширению трещин, сказал Стивен, осознавая, что климатические изменения — это не просто статистика, а реальная угроза, которая влияет на жизнь людей. В этот момент он понял, что их работа не просто научное исследование, а борьба за выживание. Раздавались крики и паника, когда земля снова затряслась и трещины начали расширяться. Это было не просто предостережение, это было начало катастрофы. Стивен собрал команду и сказал: «Мы должны сообщить местным жителям о связи между климатом и сейсмической активностью. Если они понимают, что происходит, возможно, это поможет им подготовиться к будущему». Команда начала вести людей к более безопасному месту, объясняя, что климатические изменения вызывают подъем подземных вод и увеличивают давление на земную кору. Стивен чувствовал, что каждое его слово имеет значение, и что информация, которую они собирали, может спасти жизни. Вокруг них все продолжало дрожать, и теперь это было не только их исследование, но и их миссия. Ситуация становилась все более напряженной, когда вдруг земля под ними разверзлась с оглушительным треском. Стивен, осознавая всю серьезность момента, бросился к местным жителям, чтобы помочь им. Он знал, что их действия в следующие минуты могли определить не только их судьбы, но и судьбы всего региона. В момент, когда трещины начали активно двигаться в их сторону, они поняли, что предстоящая катастрофа — это не просто угроза, а реальность, к которой они не были готовы. Стивен, ощущая напряжение в воздухе, стремился к местным жителям, которые начали собираться в группе под водительством старейшины. Его голос звучал уверенно, когда он объяснял, что происходит. «Поднимите головы! Мы должны уйти от разломов как можно быстрее. Мы можем использовать знания о том, как климат влияет на сейсмическую активность, чтобы подготовиться к будущему». Каждый новый толчок заставлял землю дрожать, и недалеко от них раздался треск. Стивен заметил, как одна из трещин значительно расширилась, и осыпающиеся обломки падали вниз. Наступил момент, когда им нужно было действовать быстро, чтобы спасти жизни. Он скомандовал группе двигаться к безопасному месту на холме, где они могли бы оценить ситуацию. По мере того, как они поднимались, доктор Уоллес вновь обратила внимание на данные, полученные с беспилотника. «Стивен, посмотрите на это. Трещины продолжают расширяться, и если климатические условия не изменятся, мы можем столкнуться с настоящей катастрофой. Если это произойдет, раскол может стать причиной создания нового океанического бассейна». Этот прогноз вызвал беспокойство у всей команды. Находясь на более высокой точке, Стивен взглянул на разломы, которые разрывали землю. Он осознал, что ситуация не просто угрожает жизни местных жителей, но и может повлиять на географию Африки в целом. «Если этот процесс продолжится, континент может измениться навсегда», — произнес он с тревогой. Эти слова задели всех участников экспедиции, и страх охватил их сердца. Тем временем к ним подошел старейшина, и его лицо выдавало решимость. «Мы должны подготовиться к тому, что может произойти. Если наш дом будет разрушен, мы вынуждены будем искать новое место для жизни. Люди должны знать, что изменение климата — это реальная угроза. Мы можем научиться адаптироваться, но это потребует усилий». Стивен, понимая, как важно донести эту информацию, предложил организовать собрание, чтобы объяснить ситуацию. Они начали планировать, как донести до местных жителей, что нужно принимать меры для адаптации к новым условиям. В это время очередной сильный толчок заставил группу вновь замереть. Они увидели, как часть холма осыпалась, и трещины продолжали двигаться. «Мы должны действовать немедленно», — командовал Стивен, и группа отправилась к оставшимся жителям, которые не успели эвакуироваться. Каждый шаг был полон страха и ожидания. Они должны были успеть, пока земля продолжала дрожать. Собрав оставшихся людей, Стивен произнес: «Климатические изменения — это не просто статистика. Это угроза, которая может изменить наше будущее. Если мы хотим выжить, нам необходимо объединиться и работать вместе». Эта мысль ободрила людей, и они начали осознавать, что нужно менять свое отношение к происходящему.
Тем не менее, земля вновь затряслась с такой силой, что многие упали. Стивен знал, что каждое его слово должно быть тщательно продумано. Мы можем преодолеть это, если будем действовать как единое целое. Если мы не будем действовать сейчас, последствия могут быть ужасными. Ситуация становилась все более напряженной, когда раздался громкий треск, и часть земли под ними разорвалась. Стивен бросился вперед, ведя людей к более безопасному месту. Он ощущал, как страх пронизывает каждого, но в его сознании зарождалась надежда. Они могли изменить будущее, если соберут все свои усилия. В этот момент на горизонте появилась новая надежда — возможность объединиться ради выживания. Стивен и местные жители, собравшиеся вокруг него, продолжали двигаться к более безопасному месту на возвышенности. Каждый шаг давался с трудом, но напряжение и страх стали двигателем их решимости. Они знали, что время не на их стороне, и земля под ними дрожала все сильнее. Когда они достигли высокой точки, команда остановилась, чтобы оценить ситуацию. Вокруг них разверзлись огромные трещины, и поднимающаяся пыль заполнила воздух. Стивен начал объяснять собравшимся, что изменения в климате и сейсмическая активность могут привести к катастрофическим последствиям. Он сообщил, что, согласно данным, собранным за последние месяцы, увеличение температуры и нестабильные осадки влияют на подземные воды, что, в свою очередь, может вызвать дальнейшие разрушения. «Нам необходимо создать систему мониторинга, чтобы отслеживать активность разломов и подземных вод», — сказал он, фиксируя внимание всех вокруг. Доктор Уоллес, стоя рядом, подтвердила его слова. «Работа по адаптации к климатическим изменениям должна быть нашей главной целью. Нам нужно разработать стратегию, которая поможет защитить наши дома и землю». Обсуждение стало более оживленным, и местные жители начали предлагать идеи по созданию системы раннего предупреждения о землетрясениях. Стивен с удовлетворением наблюдал, как они объединяются, осознавая, что совместные усилия могут помочь справиться с предстоящими трудностями. Внезапно земля вновь затряслась, и сейсмометр, установленный рядом с ними, начал издавать тревожные сигналы. Стивен осмотрелся и увидел, как новые трещины образуются недалеко от их укрытия. Это стало отчетливым напоминанием о том, что они не могут оставаться в бездействии. Он предложил старейшине создать рабочую группу, состоящую из местных жителей и ученых, которая займется изучением и разработкой методов по обработке информации о сейсмической активности. На горизонте начали собираться темные облака, предвещая сильный дождь. Стивен понимал, что это могло усугубить ситуацию, так как ожидаемые осадки приведут к подъему подземных вод. Они должны были действовать быстро, чтобы подготовиться к этому. Во время встречи с местными жителями команда составила план по улучшению инфраструктуры, чтобы предотвратить возможные наводнения и увеличить безопасность. Когда дождь начался, он стал символом нового начала. Стивен, наблюдая за тем, как люди работают вместе, понимал, что они могут справиться с любыми трудностями, если будут едины. Лидеры деревень начали активизировать усилия по обучению местных жителей основам безопасности и защитных мер, связанных с природными катастрофами. Они создали новые маршруты эвакуации и организовали регулярные собрания для обсуждения текущей ситуации. Африка с ее уникальными проблемами стала символом борьбы с глобальными изменениями. Стивен и его команда сделали все возможное, чтобы свести к минимуму последствия сейсмической активности. Эта история о расколе континента теперь стала историей о единстве и борьбе за выживание. Несмотря на вызовы, которые природа могла им подготовить, они были готовы встретить их, и это оставило след в их сердцах навсегда. Каждый шаг, который они сделали вместе, стал важной частью их общей истории, и они знали, что будущее зависит от их действий сегодня.